последнее время в интернете очень популярна тематика брейн-рот. Брейн-рот дословно гниение или разложение мозга, разговорное название интернет-контента низкого качества или ценности. Сколько бы времени в нашем мире не прошло, мы все равно с вами каждый год удивляемся всему новому, что появляется на просторах интернета. А скибиди-туалеты были лишь небольшой затравочкой перед самым брейн-ротом. Несоответствующие и не подлежащие правде переделанные животные, будь это акула с человеческими ногами и кроссовками Nike, крокодил с крыльями самолета, шимпанзе с частями тела, в которых прорастают древесные корни, перечислять можно долго. И все, конечно же, благодаря нейросетям. Люди начали вписывать в запросы всякую несуразную чушь, дабы сгенерировать лютый абсурд. Скибиди послужило непомерным всего того, что присутствует в интернете. В шортсах, тиктоке, да и вообще в принципе обычные полноразмерные видосы на тему брейн-рота. Ведь родителям, которым проще дать ребенку телефон и включить деграднутые видосы, не надо заморачиваться ни над чем. Дал ребенку телефон, и он сидит тихо. А вот каким он вырастет, это мы посмотрим в будущем. Не надо меня сравнивать с бабками, которые постоянно говорят о плохом поведении молодежи. Я отлично понимаю, что это интернет, и все, что в нем происходит, контролировать никак нельзя. И это немного опечаливает. Возникновение такого феномена, как брейн-рот, раскрывать не стоит, поскольку это уже не первый раз, когда во всемирной паутине появляется не весь что. Все к этому привыкли, остается лишь умным индивидуумом зарабатывать на этом поприще. Но стоит учесть, что данную среду мне было интересно изучать в плане хоррорной составляющей. Ведь для кого-то, например, для маленького ребенка это все смешно, а может и быть страшным в некотором плане. Если начинать с истоков, то один из первых таких брейн-рот хорроров можно назвать Балди. Я отлично понимаю и знаю, что таким словесным выражением я натравлю на это видео всех фанатов Балди, которые попытаются мне доказать, что это не брейн-рот хоррор. Это чуть ли не самая противоречивая игра по своей структуре и подаче в плане хоррора и постепенного деградирования. Потому что я ничего не чувствую, кроме деградации, когда я вижу эту игру. Игра так же, как и яркие представители FNAF, Hello Neighbor, вобрала себе очень большое комьюнити и видео на ютубе по разбору сюжета, фактов, фанатских теорий. Короче, фанатов вселенной Балди немерено. Сюжет здесь да нельзя прост. Тебе, как будучи ученику в атмосфере артхауса, нужно собрать 7 тетрадей, решая математические задачи. А за неправильные ответы Балди будет вас наказывать, ибо он строгий учитель математики. На дороге у вас также встретятся различные испытания, препятствия и тому подобное. А глобальный сюжет тут уже доводит каждый сам, чего стоят ролики на ютубе. А так, Балди в себе сочетает элементы комедии, ужаса, создавая уникальную картину, которую можно понимать по-разному. В некоторых частях игры можно понимать гротескную связь с реальным миром, проблемы в школе, травля, буллинг и небольшое давление со стороны современной системы образования. Играть я в это не посмел, ибо мне и так все понятно. Да и к тому же игра стоит денег, а она еще плюсом продается именно в Steam. Поэтому на подмогу ко мне пришел сервис Купи-Код, который помог мне купить эту игру на мой аккаунт. Во-первых, они постоянно проводят конкурсы с дорогими призами, устраивают скидки и про кэшбэк тоже не забываем. Во-вторых, можно спокойно купить ключ от любой интересующей вас новинки в Steam. Сервис не только проверенный временем, но еще и более 20 миллионов пополнений от пользователей, которые подтверждают надежность сервиса. И самое главное, простота самого пополнения. Ввел логин своего Steam, сумму от 100 рублей и, конечно же, промокод AMD лично от меня, который не только снизит комиссию на 4% на пополнение баланса, но и даст скидку до 5% на покупку ключей игр. Применяйте мой промокод и оплачивайте любым удобным для вас способом. Шекели придут на ваш баланс всего за пару минут. Пополнить свой Steam кошелек можно спокойно, перейдя по ссылке в описании. Промокод ведется автоматически. Брейн-рот хорроры создают новую атмосферу хоррора, которую свет видывал, но стал популярным только спустя 25 лет. Нагнетение атмосферы с помощью саундтрека, абсурдные и неправдоподобные образы персонажей, сама мысль о происходящем уже немного заставляет твой мозг плавиться в буквальном смысле, а также нелинейность всего того, во что играете. Так что хоррор-частью такой тематики можно понимать по-разному, но зачастую это полный абсурд, который так и напрашивается напугать своей неоднозначностью. Из старых могу отметить LSD, Dream Emulator 98 года. Ее тоже можно отчасти назвать жанром брейн-рот, ибо при игре в нее ты чувствуешь большой спектр эмоций и чувств. И
Ты не понимаешь людей, с какой целью была создана эта игра. Каждая секунда, проведенная в игре, заставляет задуматься о том, чтобы вообще не задуматься над чем-либо. Происходящее сейчас на ваших экранах не более чем иллюзорное представление видимости под действием сильных веществ. Из названия игры и так понятно, о чем она. И выпущена она была на платформе PlayStation 1. Играть в это я вам крайне не рекомендую, да и поиграть в нее у вас вряд ли получится. Некоторые люди находят в этой игре нечто успокаивающее, нечто по типу безмятежности и непринужденности. Но вам это не надо, поверьте мне на слово. А для себя я игру нашел как эффект зловещей долины. Странные вещи, которые никак не соответствуют действительности, уже начинают пугать, как выдумка на карте GM Construct в Garry's Mod. Тут уже воспринимайте произведение как хотите. Garten of Banban. Тоже инди-разработка с элементами брейнрота. Кстати, посчитайте в комментариях, сколько я раз это слово сказал. Garten of Banban — это антология сюжетного хоррора инди-вида с похожей вселенной FNAF. На своем пути вы встретите разных персонажей разного вида, в основном животного. Все они изображены в пластилиновом дизайне, и они претендуют на какую-то оригинальность среди других хорроров. И удивительный факт, в этой игре свой линейный сюжет, над которым любознательные фанаты до сих пор продолжают корпеть в поте лица. Игра не больше, чем отрыжка, сравнивая геймплей, хоррор-жанр, саундтрек и так далее. У этой игры вышло более 8 частей, и они продолжают все еще выходить. Ведь разработчик прикладывает минимальные усилия к проекту, а его вполне солидно покупают на дальнейшую разработку следующей части. Почему люди играют в это? Все просто. Игра создает в первую очередь элемент загадочности и большой недосказанности в сюжете. Прошел первую часть, вторую, но третью, а произведение понятным особо не становится. Оттуда и льется говно в проруби. Все мы скучаем по тем временам, когда смотрели своих любимых разборщиков, фанатских теорий по FNAF или Gravity Falls, поэтому люди начали разбирать даже самое низкосортное, брейнротовое безыдейное дерьмо в надежде, чтобы как-то занять себя. Неподготовленному к страшным играм человеку будет на самом деле страшно от атмосферы игры, а для меня игра оказалась абсолютным проходником. Юми Ники. Игра, которая представила свою версию жанра, но больше походила на авторское видение снов в трезвом состоянии. Игра, так же как и другие представители жанра, не имеет большой смысловой нагрузки. Девочка Мадоцуки исследует сны в поиске неких эффектов, которые будут ее улучшать, а конец этой игры опечаливает и одновременно вводит вас в недоумение. Под гнетом всех этих сновидений, где присутствуют не только обычные локации, но и обширные кошмарные образы, которые наводят на плохие мысли, игровой процесс не имеет четкой цели или сюжета, что создает атмосферу загадочности и погружения в мир подсознания. Люди, играющие в эту игру, сталкиваются с разнообразными, странными и порой тревожными локациями, каждая из которых наполнена уникальными персонажами и элементами. В ней присутствуют все те же загадки, функционал инвентаря, и в принципе ее можно назвать бродилкой а-ля симулятор ходьбы. Произведение, в отличие от Амори, лучше раскрывает тему одиночества, депрессии и внутреннего мира человека, показывая, насколько глубоки порой бывают наши чувства, о чем сами не догадываемся. Игра крепко засела на своей позиции как хоррор и не хоррор одновременно, показывая человеку интерпретацию автора на тему разрушения привычного мира, ведь стоит лишь погрузиться и отвлечься от реальности, как понимаешь, что реальный мир не такой простой, как кажется на первый взгляд. 100% в комментариях налетят знатоки жанра, описывая, что я не прав, что назвал игру брейнрот хоррором, но в этом-то и есть вся задумка видео. В этой игре, конечно же, нет этих ваших троллей Мэро, троллей Лала, крокодила Бомбардина, но она пугает по-своему, что опять же заставляет ваш мозг немного плавится по сравнению с другими картинами. И чем больше погружаешься во всю эту байду, тем сильнее понимаешь, насколько этот мир окончательно ебанулся. А что до крокодила хуеделья, я все же смог найти подобные хорроры, и зачастую инди-разработчики любят изображать вот этого древесного скрипыша, который возложил честь стать одним из популярных персонажей брейнрота тематики. Я саморучно поиграл в подобные игры, и тут мне нечего сказать, одни эмоции. Блять! Некоторые люди делают свое РГ в стиле брейнрота, но это не то. Я наткнулся на видео, где человек сделал хоррор-игру с разными персонажами вселенной на движке Unreal Engine, первым из которых стала акула с кроссовками Nike, которая выступает антагонистом в первом акте игры. Главный герой прибывает на какой-то остров, и его задача собрать 10 канистр с бензином, чтобы заправить лодку, попутно убегая от акулы. Во втором акте игры участвуют знаменитые крокодила Бомбардина, которые летают по всей карте и сбрасывают бомбы каждые 20-25 секунд, в надежде уничтожить вас. А новая задача заключается уже в нахождении
трех рычагов для детонации самого крокодила. После завершения акта снова встречается эта древесная хуедристика, именуемая Тунг-Тунгом. Теперь же главной задачей героя выбраться отсюда, найдя специальный люк, избегая Тунг-Тунга. И на этом игра молодого разработчика заканчивается. Игра не больше, чем просто эксперимент вставить таких персонажей в хоррор-тему. Скажу честно, за все это время, что я пишу этот сценарий, анализируя и смотря материалы по всей этой вселенной Брейнрота, я и вправду чувствую, как мой мозг деградирует, и чем дальше это будет заходить, тем хуже будет для будущих поколений. Надеюсь, это скоро закончится. А лучше будет, если вы подпишетесь на мой телеграм-канал, где сидят четкие пацанчики с недержанием кала, ведь согласитесь, лучше иметь недержание кала, чем неподдельный интерес ко вселенной Брейнрота. На этом все.